Здесь базируется у нас такая штука, как инстинкт сексуальности. То есть благодаря инстинкту сексуальности ты можешь быть либо открытый, обаятельный, интересный для других, либо сморщенный, зажатый, несексуальный. Итак, друзья, на очереди у нас следующая скрипт-кассета, которая называется скрипт-кассета ТАСС. Это одна из самых важных скрипт-кассет и одна из самых часто используемых у людей. Наше тело, все верхнее, базируется как на фундаменте, на тазе. Если вы даже не знали, я вам расскажу такой факт, что, знаете, вот эти вот все буддистские там всякие монахи, которые пальцем могут разбить кирпич и так далее. Откуда у них эта вся сила берется? Потому что они вот эту энергию, иннервацию базируют в одну точку, но берут они как раз ее с области таза. То есть любой удар в любом единоборстве берется из таза. То есть таз — это вообще основная печка, основной наш энергетический центр вообще. Здесь базируется у нас такая штука, как инстинкт сексуальности. То есть благодаря инстинкту сексуальности ты можешь быть либо открытый, обаятельный, интересный для других, либо сморщенный, зажатый, несексуальный и так далее. Для женщин правильный таз — это по сути и есть та самая красота. Потому что когда женщина идет и порхает как бабочка, на нее приятно смотреть, она вызывает желание. И вот это все зависит от такой вещи, как насколько у тебя ровно будет стоять таз. А что такое вот ровно стоять таз и почему он перекашивается? То есть вот смотри, вот он есть таз, вот вверх, вот низ таза. И вот эти боковые как бы треугольник. Вот суть в том, что он должен быть горизонтальный, ровный под 90 градусов. Но так как сбоку он находится различными связками, мышцами, то при разном натяжении, допустим, слева у тебя напряжено и вот так вот, а справа так и осталось вот так вот. И твоя конструкция таким образом как-то вот так начнет коситься, потому что здесь два кончика таза друг к другу притягиваются, понимаешь, оно становится вот острым углом. А здесь как было вот расстояние, так и остается. И получается оно не ровно у тебя как здесь, а вот как-то вот так начинает быть. И то есть твой таз начинает быть перекошенным. А уже из перекошенного таза разная длина ног и так далее, и так далее. И ты идешь по улице, а тебе неудобно. Или ты занимаешься спортом, ты профессиональный какой-нибудь, да или просто даже не профессиональный, а просто спортсмен, да. И вот как был отзыв, человек с одной ноги бьет отлично, а с другой не может. У меня до этого перекос таза был, ну вот так вот у меня немножко неровно. Тренер мой говорил, что с одной ногой проблема, да, что у меня одна более такая растянутая, какая-то сильная, а другая нога отставала. Мне вот эту проблему сняло реально буквально за один сеанс. После первого раза, когда первый раз подключился, я еще встал, у меня вон там мешок висит сзади. Ну, по мешку поработал с двух ног, прям очень классно. Раньше мне было удобно только, с задней ноги бить, а это я прям один сеанс буквально сделал, у меня походка выровнялась, я вот какой-то баланс поймал, что ли, в тазу. Все очень удобно, реально, благодаря вот этой штуке. Я не понимаю, как это работает, просто вот подключаешься, расслабляешься и, она реально сама все делает. Думаю, друзья, что не нужно вам также объяснять, что в наш таз встроены наши половые органы. А что такое наши половые органы? Это качество нашего секса. Соответственно, то удовольствие от секса, которое ты будешь получать во время полового акта, зависит от правильного натяжения, правильного сочетания и правильной циркулирующей энергетики в области нашего таза. И также есть множество людей, которые подтверждают, что во время подключения к кассете ты ощущаешь что-то напоминающее либо оргазмические состояния, то есть очень-очень приятные, либо вот как у меня, это состояние вот этого возбуждения, то есть предвестника того, как полового акта, то есть какое-то щекотание, поднимание энергии и так далее. Это безумно приятные ощущения. Это ощущение какого-то, с одной стороны, оживления, да, какого-то кровообращения внутри, а с другого такой вот этой вот нотки возбуждения прикольного. Реально классное ощущение. Также вы понимаете, что в области нашего таза есть одни из главных проблем для человеческого здоровья. То есть у женщин это по-женски проблемы, матка и так далее. У мужчин предстательная железа, простатит и так далее. Вот это является одним из лучших профилактик вообще этих заболеваний, при том, что это не дает никаких побочных эффектов, не нужны таблетки и так далее. То есть ты просто делаешь, и твое состояние здоровья поддерживается автоматически. Потому что скрипт-кассеты повышают вот здесь, в этой области, уровень иннервации, уровень биоэнергетики. А чем выше уровень биоэнергетики, тем выше уровень кровообращения. Это я вам уже говорю как с точки зрения анатомии. И получается, что там, где лучше кровь гуляет, там нету застойных зон. И там нету как раз, там не
может быть простатита, потому что простатит это и есть застойная зона. Поэтому, если у тебя сидячий образ жизни, юристы, бухгалтера, водители, все ребята, программисты, айтишники, те ребята, которые сидят на своей попе постоянно, вот как я в том числе сижу сейчас и вам рассказываю. Поэтому и используется это регулярно, если вы хотите сберечь свое здоровье. То есть, конечно, это не отменяет фактор спорта. То есть, нужно спорт, это все классно, это здорово. Но это просто, ты каждый день, бац, подключился по желанию. Ты по-другому себя ощущаешь. Мне даже тяжело тебе объяснить, насколько это важно и правильно. Как я вообще пришел к пониманию и как работает эта скрипт-кассета? То есть, опять же, здесь мне помогла моя многолетняя практика с телом человека. То есть, я знаю, какие должны быть ощущения, какая натяжка, натяжение, ровность и так далее. То есть, понимаешь, ты можешь вот, например, вот сейчас я тебе задаю такой вопрос. Ты можешь сейчас представить в своей голове, что такое тепло или горячо? Вот в своей руке ты же можешь представить это чувство, да? Вот точно так же я могу на тонкие, миллиметрические такие тонкие ощущения могу разложить, что такое ровный таз и как он ощущается. С позиции того, как он ощущается у меня, потому что это так. И с точки зрения, когда я со стороны, когда я работаю с человеком, я это все могу соединить и получается как исходный слепок. И вот этот слепок заложен вот в этой скрипт-кассете, вот в этой информации. И когда человек подключается к этой скрипт-кассете, его нервная система получает координаты, что нужно сдвинуть, что нужно привести в исходный баланс. И где у тебя перетянуто, оно начинает быть окей в тот самый раз. А где у тебя не дотянуто, оно наоборот приходит в тонус. То есть таким образом твой таз, например, был вот такой, и что он будет делать? Раз у тебя вот таз вот такой, это значит, что здесь у тебя натяжка идет очень сильно. Оно начнет подтягивать тебе вот эту мышцу, растягивать ее. И ты будешь это ощущать, когда подключен в таком формате, что твое тело само без тебя начинает немножко как-то вот так вот подвигиваться. То есть оно начинает немного внутри, там что-то происходит. И ты чувствуешь это тебе не кажется, ты прямо это физически чувствуешь. И ты отдаешься этому потоку. Оп, приятно. Там где-то зашурдило, там где-то такая как теплота пошла. Здесь так, потом резко как-нибудь так, чук, опа. И все. И ты внутри себя ощущаешь, что встало все правильно на свои места. Потому что это нейрохакинг, друзья. То есть поймите, наша нервная система может все. Просто до этого такой технологии не было. То есть мы сами являемся сверхмашинами. То есть мы биотехническая машина, которая самостоятельно себя может и чинить, и восстанавливать, и так далее. Ей только лишь нужна правильная программа, правильный скрипт, который как программист нажмет Enter, и начинается вычисление. Вот это тот самый пульт управления от нервной системы, который дает правильную команду твоей нервной системе. Все, дальше она все делает само. И соответственно, смотрите, друзья, то есть у вас был перекошенный таз, то есть вот на левой ноге, допустим, у вас было натяжение, а на правой было все окей. И получается вот эта левая нога, так как она вот мышца вот такая, а она стала напряжена, то она стала чуть короче. И вот эта нога становится как бы более короче, функционально. То есть ты начинаешь ходить и весь вес своей ноги давать на противоположную. А это как просто как костыль, подхрамываешь типа такого. Но так как у тебя всего лишь там сантиметр разницы, то оно с виду не сильно видно, что ты вот подхрамываешь. Но ты это ощущаешь, потому что когда ты стоишь, например, в очереди, да, на месте там стоишь, и у тебя начинает ныть нога, ныть поясница и так далее, и так далее. То есть ты это ощущаешь в виде боли, в виде дискомфорта. А когда ты ставишь все на место и становится все ровно, то у тебя проходят вот эти все ощущения. Ты начинаешь чувствовать, что ты четко стоишь двумя ногами, вот не как какой-нибудь колосс на глиняных ногах, а прям как такая машина. Встал и стоишь. Вот и вся мистика, вся наука. Просто должно быть все ровно, горизонтально, четко, и тогда ты себя ощущаешь совершенно по-другому. Поэтому, друзья, я уже думаю, что вы какое-то понимание теоретическое приобрели, а сейчас давайте перейдем к практике, и я вас научу, как правильно подключаться и как все делать. Там есть тоже свои определенные нюансы. I see